Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Ну вот мы снова с вами приехали на природу, выехали вернее на нее. На улице у нас, как видите, ясная солнечная погода, небо голубое. Вчера у нас еще была оттепель, аж с крыш капало, а сегодня уже морозцем потянуло. Ну а на завтра вообще передают до 25 градусов. Ну и выходные у нас заканчиваются. И вот я решил вновь съездить на нашем рыбачке на рыбалку. Рыбачить сегодня будем то же самое с хапугами. Взял я, сегодня даже не забыл, этот черпачок. Вон. Вот, здесь то же самое хапушки взял. Ну и пришла мне посылочка от Максима, тоже с хапугами. Теперь у меня практически весь комплект. Начиная от 33, нет, от 30-ки и заканчивая... Так, что получается? 55, 60, 65. 65 ячейка. Поэтому распаковываем снасти и будем располагаться вдоль вот этих вот кустиков. Также выставлю их в линеечку. Мне оно как-то это место приглянулось. Здесь вот, видите, кустов нету. По лету, вон, видите, 3000 стоит. На удочку кто-то рыбачил. Поэтому, может быть, здесь и будет рыбка. Ну все, начинаем производить рыбалочку. Дай бог, будет удачно. Пока еще, как говорится, сам не знаю. Но думаю, в любом случае мы без рыбы домой не уедем. Как всегда. А будет плохо или хорошо, уже в конце посмотрим. Ну все, приступаем. Оттепель постояла. Наледь появилась. Снег прям хорошо сел за вчера, наверное. То, что в прошлый раз чистил, намного больше было снега. Наверное, я в этот раз с одной стороны попробую и с другой стороны тоже попробую. Вот тоже кустик не такой уж плохой, как бы. На той стороне тоже просверлим дырочки, луночки. Прямо вот рядышком, здесь вот с кусточком. Лишь бы глубина позволяла. С одной стороны и с другой стороны куста. Так, ну все, пока ставим. Елки-палки. Тут наледь такая противная. Одну с этой просверлим, другую с той просверлим. И помаленечку будем восстанавливаться, так как потеть нам нельзя, категорически запрещено. Чтобы не вспотеть и не простыть. Поставим сейчас хапушки. Там и тут. И начнем сверлить другие лунки. Чтобы вдруг какая-нибудь рыба стояла и вдруг запутается, попадется. Ладно, в общем, ставим хапуги. На прошлой рыбалке у меня мелкие хапуги отличались, поэтому с них и начнем. Так, мы же в этот раз черпачок взяли с собой. Руки мочить не надо будет. Я просто вчера шел мимо этого ящика зимнего. Думаю, елки-палки. Завтра собираюсь на рыбалку. Опять забуду же.
Сразу взял и понес, вот, ну, на место, в общем, хапуги положил. Так. У нас здесь с вами поплавок, он тот плохой, который был, слетел. Так, а что сделать? Что сделать? Ничего не сделаешь. На место его сейчас поставим. Он еще у нас порыбалит. Подобывает рыбку. Так, расправляем ее, прежде чем ставить. Так как всякое может быть. Может, слежалось. Все. Гуд. Собираем снова. И опускаем. Ловись, рыбка малая, велика. Фу, слава богу, глубина позволяет. Ага. Глубина-то хорошая. Так, ну ладно. Итак, уважаемые зрители, установил я 3 хапушки. Поставил самые ловчие, которые в прошлый раз отличались. 30, 33, 35. Вот только не все встали как положено. Глубина здесь уж шибко мелкая. Некоторые тика в тику, как вот это вот, допустим. А вот это вот, ну, поплавок, он, видите как, то есть не натянуто. Ну ничего страшного, посмотрим. Что будет, то будет. И решил я открыть посылочку, распечатать, какие хапушки нам прислал Максим. Может быть, чем-то изменится. В прошлый раз вот присылал он мне 40, 45 и 50. Вот видите, уже совершенно другая цветом леска. И здесь то же самое. Так, Мозговой Максим Владимирович, Хабаровский край, город Амурск, улица Амурская, дом 6, квартира 26. Ну все, распечатываем, смотрим, что приехало к нам. У него опечатывается вот так вот всегда все. Правда, этих чехлов на хапуге нету. Ничего страшного. Так. Сделаны они. Так, это у нас 65, самая крупная. Сделаны они у нас чисто из белой лески. 65. 60 и 55 должно, по идее, быть. 60 и 55, все верно. Ну все, сейчас распечатываем. Я заранее дома уже вот такие вот эти сделал. Они очень хорошо помогают и наматывать леску, и не тонут. В общем, классная штука. Ну и эти поплавки я вот взял. В общем, настраиваем. Если что, поставим он там вон уже. Ну а пока настраиваем, попьем чайковского. А то маленечко как-то маленько подвскипел, пока ставил хапушки. С той стороны ледок какой-то с этим, с наледью, а там нормальный. Ну что, уважаемые зрители, вот и наша хапушка настроена. Вот я ее разложил. Так, это что у нас? 55. Ну пойдемте ее поставим. Новшеств никаких нету. Все то же самое. Я тут не почистил, но ничего страшного. Лишь бы глубины хватило.
Глубины здесь грешным делом маловато. Так, наверное, надо маленечко сюда сместиться. Также где-нибудь вот тут вот. Ну, глубины маловато тут. Вот, все. Вот смотрите, какие-то 1,5 метра. А она еще уходит и уходит. Ну, вроде вот как стало. Тут тогда тоже луночку на метр где-нибудь. Сюда вправо уйдем. Ну что, пойдемте проверим наши хапушки. Они и так уже, наверное, минут 15 точно простояли. А нету. Пойдет. Сегодня пока не морозит еще. Тоже кукиш. Она здесь как бы как-то мелковато. Нет, он уходит. Все нормально встало. Вот здесь вот очень мелко. О, уважаемые зрители, первая наша сегодняшняя с вами рыбка. Подъязочек, сурочек. Сурочек попался. Поплавок наверху плавает. Хапуга не натянута, поэтому он и не сигнализирует. Вот такой вот, уважаемые зрители, сурок попался. Вот он. Таких побольше бы, да? Да посолили бы потом. Начало уже есть, это уже радует. Рыбачим дальше. Итак, уважаемые зрители, настроил я следующую хапушку. Наступил на нее под номером 60. Так, поплывки все так презрительно молчат, пугающе. Этот тоже молчит. Так, здесь я тогда не буду бурить. Пробурю где-то вот тут вот, поближе. Поплывки пугающие молчат. Так, я думаю, здесь вот где-то пойдет. Хорош ледок.
Ну и устанавливаем нашу хапушку. Самое главное, чтобы глубины хватило. Так, глубины уже хватает. Нет. Ну и все. Оба-на. Что-то поплавок ушел. Друзья, что-то в лунка не идет. Ё-моё, а. Надо за пешнёй идти. Надо за пешнёй идти. Ой, та-та-та-та-та-та-та. Друзья, вижу силуэт. Друзья, это сазан. Ё-моё. Это сазан. Нифига себе. Счастье привалило-то. Ой, ё-моё, а. О, идет хвост, вот он. Вот он хвост, друзья. И пешня маленько запуталась. Ё-моё. О, тише, 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 мой хороший, тише. Беру, хоть бы не сделал. О, да, да, да. Ё-моё. Очуметь. Вот это кустик. Вот это кустик. Нифига себе. Первый в этом году у меня сегодня сазан. Меня просто переполняет адреналин. Первый в этом году у меня сазан. Рыба сегодняшнего дня у меня. Обалдеть. Ну, небольшенький, правда. Килограмма, может, 1,5. Домой приеду, взвешу обязательно. Очуметь. Вот это да. Вот это да. Просто обалдеть. Офигеть. Так, тот поплавок у нас молчит пока. Скорее всего, когда бурили мы вон ту лунку и ставили, вполне возможно было, что он, может, шуганулся или рядышком где-то стоял. Очуметь. Вот это да. Сазан попался. На хапуге я, по-моему, еще сазанов не вытаскивал. Нет, по-моему, не вытаскивал. Это вообще мой первый сазан на хапуге. Обалдеть. Вот это да. Ладно. Уже сегодня приехали вообще не зря. Вообще не зря. Я, конечно, полагаюсь на вечерок. То, что в прошлый раз тоже ближе к вечеру начала ловиться. Но бог его знает. То, что сегодня как-то не ахти клюет. Вот это да. Обалдеть. Просто обалдеть. У меня слов нету просто. Аж мандраж на руках. На хапугу первый сазан. Очуметь просто. Фу, вообще класс. Ну что, уважаемые зрители, отметим это дело чайковским. Да начнем настраивать третью хапушку. Здесь у нас что-то вон тучки нехорошенькие идут. Солнышко уходит. Голубое небо. Ну, дело к вечеру у нас уже. Может, как раз и настроим. Ладно, пьем чайку и настраиваем хапушку.
За успешную рыбалку, уважаемые зрители. Хоть она еще не завершилась, но уже успех есть. За первого сазана в этом сезоне. В этом году даже. Была поклевочка на вот эту вот хапушку. Не знаю, успел, не успел. Успел. Вот она наша речная красавица. Наконец-то попалась. А я уж думаю, их сегодня и не будет. Как-то сегодня вяло. В прошлый раз снег шел. А в этот раз, как видите, солнечно все. Вот такая вот речная красавица у нас попалась. В прошлый раз они хорошо прям ловились. А в этот раз отнюдь. Ну, может быть, к вечеру, как я уже сказал, клев активизируется. Бог его знает. Может быть, что-то изменится. А я только себе чайка налил. Камеру только выключил, посмотрел. И она на тебе. Те все поплавки видать. Все нормально. Подготовил я третью хапушку. Поплавки все снова молчат. Наверное, здесь вот где-нибудь я пробурю луночку недалеко от этих хапук. Может быть, что-нибудь еще подпугнем, дай бог. Поплавки все молчат. Так, ну здесь, я думаю, пойдет. Лишнее нам не надо. Оба-на. Последнего поплавка-то нету. Друзья, последнего поплавка-то нету. Так, дорогие зрители. Снова кто-то не лезет в лунку. Вот это кустик. Вот это да. Ё-моё, а. Я здесь даже силуэта не вижу. Но я здесь бурил. Был этот... Лед-то потолще. За пешней надо идти. Снова. Так, аккуратненько. Ё-моё. О, сейчас вижу силуэт. Кое-как виднеется. Друзья, тоже сазан. Да, вон он стоит поперек. Ё-моё, а. Ну что, долбить будем, наверное. Фу. Ёлы-палы, неохота это-то повредить. Новую причем. Хапугу.
Подзакипать не надо. Нам категорически. И рука мерзнет. Надо за этим сходить. Совком. Е-мое, сейчас по-любому изорву ее всю. А может и нет. Ну, как говорится, ради этого дела-то я ее покупал. Конечно, не рвать. Тот сазанчик хорошо взял и вышел. Может и этот тоже сейчас уже выйдет. Ёлки-палки, а. О. Так. Ё-моё! Ё-моё! Уважаемые зрители, вот это да, вот это сегодня рыбалка. Очуметь просто. Нифига себе. Ну это, наверное, 100% двушка. Надо теперь кантер с собой возить. Ё-моё. Вот это да. Гляньте какой, а. Вот это да. Цвет только у него какой-то уже нехороший. Ну не то, что нехороший, а некрасивый. Жабры-то он нормальный, все. Вот это да. Обалдеть. Очуметь просто. Я в шоке. Я просто в шоке от сегодняшней рыбалки. Давайте его сравним с тем сазанчиком. Да не, в принципе, одинаковые. Ну, одинаковые. Этот как-то погорбатее, а этот как-то подлиннее. Я просто в шоке от сегодняшней рыбалки. Ё-моё, а. Очуметь. Вот это. Да, может здесь какое скопление. Наверное, сейчас третью хапугу. Я же ее так и не поставил. Сейчас поставим ее. И может быть пошугаем с этого кустика. Может что-то еще попадется. Вот здесь глубина нормальная, хорошенькая. Хапуга раскрылась. Но хотя помельче, чем там. Помельче. Так, сейчас маленечко отдышимся, успокоимся. Я еще разок пробурю и пошумлю. Может, что-то и будет. Поплывочки все молчат. Абсолютно все. Еще, как обещал, попробуем побутить. Может, и толк будет. Оба, нифига себе. А как я здесь еще не провалился? Смотрите. Обалдеть. Нифига себе. Как я еще не провалился. Там льда-то нету. Очуметь. Может, вполне возможно, что такой тонкий лед, может, и рыба стояла. Возможно. Нифига себе. Боженька, наверное, надо мной сжалился. Если бы я сейчас провалился, я бы не доехал до дому. А кляк бы, 100%. То, что до машины как минимум километров 6-7. Увы, но нету.
Ну ничего страшного, маленечко еще постоим. Чуточек. Да поедем в сторону дома собираться. Рыбалка, я и так сегодня просто счастлив от рыбалки. Адреналин она мне подняла конкретно сегодня. Сазанов первый раз на хапуге. Просто очуметь. Чего-нибудь, конечно, приготовим из них. Чего, пока сам не знаю. Ну что, уважаемые зрители, наверное, сейчас чайку попьем и будем собираться. Поплавки эти все молчат, все на месте. Ни одного нету, чтобы не утонул. Здесь тоже все на месте. Эти хапушки 40, 45 и 50 я даже и ставить не стал. Что-то подумал, думаю, смысла больше нету. Приехали, какое было небо голубое, да? И сейчас какая серость. Хотя на ночь, на завтра, на ночь и на завтрашний день, на утро уже стоит минус. И минус причем очень хороший. До 25 градусов обещают. Вот такие перепады у нас в Сибири, Новосибирская область. Люди с давлением вообще ужас как мучаются. Ну и все, будем собираться в сторону дома. Сейчас посмотрим еще сколько у нас натикало. Время к вечеру уже 100%. Да, 14 минут 5-го. Сейчас как раз пока прособираемся. Время будет уже 5, пока доедем, 5:30. Так что как-то так. Ну что, пойдемте снимать хапуги. И это у нас поймала сегодня одну щуку. И все. Я думаю, все остальные будут такие же сегодня. Так, тихо. Такое ощущение, что ту рыбу, которую я сегодня должен был поймать, уже поймал. Поэтому такого нету, как в прошлый раз. Наугад клевала. Но самое главное все равно, как я уже сказал, что без рыбы эти снасти нас не отпускают. Прикольная штука. Молодец, Максим. Хорошие снасти делает. Но этот процесс собирания хапуг я вам, наверное, показывать не буду. Если попадется что, включусь. Если не попадется, подведем уже, встретимся на итогах сегодняшней рыбалки. Хотя они уже все очевидны, но тем не менее, все равно подведем итог. Так, друзья, как и обещал, включаюсь. Вот хапушка у нас, которая подъездя, сурочка вернее, поймала. Еще добыла, надо обратно распутывать. Еще добыла 2 штучек. Почему не клевали, бог знает. И поплавок был наверху. Но у нас здесь самое мелкое место было. 2 сурочков еще изловили. Это у нас хапуга под номером 33. Не поиче маленечко, но ничего. Так бы еще бы сазанчики подобылись. Но, увы, нету. Поплавки я все вижу. Да и этого хватит, господи ты, боже мой. Я и от этого счастлив сегодня. До изжоги. Доволен как слон. Ну что, уважаемые зрители, вот я и собрался. Погода на улице кардинально поменялась. Примерно напоминает ту погоду, что рыбачили мы в прошлый раз с вами.
Единственное, только снега не хватает и все. Собрал я все хапушки. Вот такой вот у меня сегодня улов. 2 желтопузых сазана, речная красавица и 3 сурочка. Рыбалка, я, конечно же, доволен. Меня просто переполняет изнутри, что в этом году сезон открыт. Открыт достойно на хапуге. Тем более взят уже трофейный экземпляр, это сазаны. У нас они считаются практически самой большой рыбой. Карпы, сазаны, большие судаки, щуки. Но они у нас как бы... Щук, судаков как бы поменьше, в основном сазан. Считается трофейная рыба у нас. Поэтому сегодня я взял их даже 2 штуки. Вот такие вот хапушки пришли мне, 3 штуки. Кому понравилась эта снасть, я оставлю ссылочку под видео, как уже сказал. Пишите Максиму, он всем отвечает без исключения. Ну и все, связывайтесь с ним. По поводу цены я не знаю, сколько они стоят. Так как они меняются каждый день сейчас. Хоть что возьми. Ну еще одна немаловажная вещь сегодня была. Это моя пешня. Чудо-пешня от Владимира. Последнее время я как бы раз уже укололся. Брал тоже. Ну правда тогда были караси. Карась элементарно не мог пролезть в лунку. Я просто полтинничек подорвал немного. Вот. А если бы была у меня пешня... Поддолбил бы, вот как сейчас, либо направил в лунку, либо поддалбливаю, ну, больше ее делаю. Поэтому пешня со мной всегда. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше еще будет много нового и интересного. Всем всего доброго и до новых встреч. Где-нибудь на природе. На нашем рыбачке. Перед тем, как страгиваться с места, я всегда оббиваю вот здесь вот лед. Он примерно вот так вот здесь налипает. Ну и пока мы рыбачили, он же был этот водянистый такой, а потом вот в льдинки превращается. И когда страгиваться начинаем, представляете, что здесь творится. Поэтому я его всегда оббиваю и всем советую. Ну а сейчас открываем бензобак. Заглушечка. Прогреваем и едем в сторону дома. Что странно, никто не ездит ни на снегоходах, ни на мотобуксировщиках. Может, то ли боятся. Может, я такой один отчаянный. Рыбка-то как бы более-менее так ловится. Хоть не ахти, но ловится. Искать просто надо.
Ну вот и в очередной раз наша собачка привезла нас в целости и сохранности. За что, как говорится, большое спасибо. Ну что, упаковываемся, едем в сторону дома. Вот накидала, но практически не накидала. То, что ехал по накатанной дорожке, буран до этого проходил. И вот я, конечно, в одном месте я слетел и маленечко вам показал, как она идет по глубокому снегу. Идет нормально все. Сильно я не наваливаю. На полный газ я еще ни разу даже не ходил. Мне это и не надо. Самое главное, чтобы вот она меня возила, как я уже говорил ранее, из точки А в точку Б. И все. Пока не подводит. Краник закроем. Ссылочку на данный мотобуксировщик, как всегда, оставлю ниже под видео. Звоните, спрашивайте, вам на все там ответят подробно. Ладно, всем всего доброго и до новых встреч. День на природе. Вот же погода, как испортилась опять. Приезжали, такое классное, красивое небо было, голубое. А сейчас снова серые тучи. Итак, уважаемые зрители, приехал я, в общем, домой, взял кантер, тем более и вам обещал взвесить наших трофейчиков первых в этом году. Так, вот так-то. Первый, ни много ни мало, вытянул 2 килограмма 600 грамм. Вот это да. Вот что значит долго я этих не ловил. Сазанов. Глазомер у меня сбился. Так. И второй. Второй, наверное, поболее. Все-таки он как-то пошире. Вот это ничего себе. 3 килограмма 890 грамм. Такого бывает и летом. Редко когда поймаешь. Ну что, не знаю, чего из них делать. Если что, пишите, что из них приготовить. Ну все. Желаю всем ловить таких трофеев. Всем пока.